Наступает пятница, вы встречаетесь с другом в баре. Вы усаживаете свою задницу у барной стойки, выпиваете пиво и начинаете болтать. Вы спорите о том и о сём, о жизни, о любви и даже о том, что лучше Москва или Питер. Давящий на все город. Ты выходишь, и тебе сразу плохо. Ты чувствуешь этот, запах, эти желтые дома, Зачем люди едут в Петербург? Чтобы покончить с собой. Через 2 часа ваш разговор заходит серьезнее, намного серьезнее. Наступает момент чего-то более монументального. Твой друг говорит: «А что круче, Joy Division или New Order?» Вопрос поколений, а возможно, величайший вопрос современности. Многие даже скажут, что их нельзя сравнивать, и это справедливо. Ведь это же 2 разных жанра, 2 разных стиля. «70-е. Люди насытились группами, которые поют о любви, типа Beatles и Rolling Stones. Популярность перешла к прогрессиву, очень сложным, массивным гитарным мелодиям на 20 минут, типа Pink Floyd и King Crimson. Звук стал усложняться, где песню собирали из множества кусочков на студиях, добавляя кучу эффектов. Рок захотел стать высоким искусством, где не было места новичкам. В этот момент приходит панк-музыка и говорит: так, ребят, вот эти вот ваши мелодии расфуфыренные мы выкидываем на свалку. В жопу ваше искусство. Мы тут песню час назад сочинили про то, как мы нюхаем дырявые носки, вам точно понравится. Появились панки с ирокезами и кожаными куртками, которые протестовали против поп-музыки и слишком задротского рока, но заигрались и стали повторять сами себя. Панк-музыка играла ярко, но недолго, пока не перестала создавать новые идеи. Панки превратились в бесконечные копии друг друга. Другим это надоело. Новые группы захотели уйти от рок-н-ролльных клише конца 70-х и всяких ирокезов, анархии и кожаных курток. Границы расширились. За панками пришли новые люди со смелыми идеями, дерзкими, концептуальными и мрачными. Там, где панк казался подростковым протестом, новая музыка стала даже слишком серьезной. Так у жанра появился префикс «пост», а группу, которую стали ассоциировать с ним, стала Joy Division. Во многом из-за музыки и трагичной истории вокруг Яна Кёртиса, вокалиста группы. Музыка Joy Division выделялась уже тогда. Мы знаем группу через атмосферу упадка, приближение чего-то холодного и мрачного. Все это строилось на ритме из бас-гитары и максимально сочных ударных. Можно сказать, Joy Division — это почти танцевальная музыка. Еще группу выделял Ян Кёртис и его стихи «Харизма», где он стоит перед микрофоном со стеклянными глазами и начинает размахивать руками и танцевать. Постпанк — это жанр экспериментов и новых идей.
У Joy Division было много конкурентов в то время, но энергии Joy Division у них не было. Кого-то уносило в лирику, у кого-то ударные напоминали хлопок по попе, а у Division не было сюсюканья. Вместо этого была энергия. А потом Яна Кёртиса не стало. Участники группы не знали, как двигаться дальше, и решили просто идти вперед, не останавливаясь. Так появилась группа «Новый порядок» — New Order. В Британии, кстати, говорят не New Order, а New Order. Первые альбомы New Order ищут себя, но по инерции повторяют стиль Joy Division. Так что если вы любите Joy Division, то первые альбомы New Order — это то, что вам нужно. New Order — это вообще другая история. Группа натренировалась с Кёртисом и уже не захотела больше депрессировать и жить мрачностью. В музыке появляются синтезаторы, электронный звук, который только входил тогда в моду, и они идут в сторону танцевальной музыки. All kinds of equipment, all keyboards. Can you explain a little bit about it? Explain a little bit. Yes, well, I'll try, and as few words as possible. This is Igor, the robot drummer. Sounds just like a guitar, eh? Oh. Well, this is a very old-fashioned sort of synth. This is the Prophet 5. Совсем скоро мрачный, экспериментальный постпанк скрестится со звуком синтезатора и перерастет в один из самых популярных жанров в мире — New Wave. И вот, проходит много лет, мы уже году так в 2010-м, и постпанк внезапно из 80-х становится модным. И не просто модным, а горячим пирожком музыкальной индустрии. Появляется постпанк-волна и куча хипстеров, которые имитируют эстетику 80-х и в мире, и в России. А Joy Division получает огромную, но уже посмертную популярность. Обложка альбома Unknown Pleasures теперь популярнее Dark Side of the Moon у Pink Floyd. Народ тысячами ходит в футболках с кавером, носит чехлы и даже делает мемы. Joy Division получили известность, которую невозможно было представить в 80-х. Получается, когда появился постпанк, на его переднем плане были Joy Division, а когда жанр расцвел, появился New Order, который ушел в электронную музыку и стал первым уже в новом жанре, который только что появился, что позже назовут новой волной, New Wave. Joy Division стояли у истоков жанра, так и New Order стояли у истоков, но уже другого жанра. Так кто же все-таки круче? Я узнал о Division, когда еще учился в школе. Каким-то образом вся эта депрессуха не печалила меня, а наоборот вдохновляла и давала энергии. А еще я помню 2011 год, когда басист Питер Хук из Joy Division и New Order ездил в турне по миру со своим сыном. Они тогда даже приехали в Екатеринбург, и я даже тогда был на этом концерте. Так что, ребята, выбирать, кто круче, предстоит вам. Я лишь вам представил обе группы. Ну а я между двумя этими историями выбираю дружбу.